Ну что ж, приветствую вас, господа, на канале Yacht Family. Подготовил сегодня для вас обзор предложений яхтенного рынка Греции и чуть-чуть там, может быть, где-то Италию зацепили. 2024 года, февраль. Парочку хороших предложений вот увидел на Фейсбуке и там на разных каналах и подумал, что, блин, ну неужели рынок оздоровился и кое-какие подвижки есть на эту тему. Ну вот давайте начнем. В приват-канале, как вы видите, выставляется регулярно всякие предложения. И вот появился объект в Измире. Фонтан Пажот Асена 38 за 135 тысяч. Свежий год у него там 2003, по-моему, или какой. Что довольно приятно. Если не ошибаюсь, она еще овнерская версия, то есть один из поплавков будет с большим туалетом, с большой каютой. Смотрите повнимательнее, видно, что много чего есть. Не знаю, правда или неправда, обманывают, не обманывают. Пишут один хозяин, поэтому проверяйте дальше самостоятельно, но вот раз. Неплохой филинг 446 показывал своим подписчикам. Тут пишут, что у него есть проблемы с осмосом. Он 90-го года, 14-метровый. На нем Янмар 55 сил. Схоже по классу лодки, которую мы вот недавно делали обзор, 44-го Sun-Magic за 40 тысяч. Здесь есть какие-то вопросы к космосу. В целом осмос решается без особых проблем. Здесь видим 110 фотографий. Классно он как бы осмотрен, отфоткан. Скрывать людям нечего. Для такого размера, даже с этими проблемами, цена лодки очень хорошая. Говорят, дается как есть. Много чего там есть. Посмотрите. Конечно же, лодку надо обслуживать, но на 30 тысяч она однозначно выглядит. Так, из чего порадовало? Буквально там 2 года назад, последний раз я видел стоимость за Баварию 41 Holiday там 57 тысяч. 50-60 тысяч, да? Сейчас таких цифр вообще было днем с огнем не сыскать. И вот снова появился. Здесь фунтов, ну, учитывая скидки, я думаю, что вполне можно получить 4-каютку за те же 55-57 тысяч евро. Ссылочки есть у нас уже в приват-канале. Все, что дополнительно я буду смотреть, соответственно, будут здесь в первую очередь и уже давно. Катамаранчик. Тут ребята сказали, что доходяга просит умереть, но катамаран 39 за 55 тысяч. Я просто таких цифр не встречал. Он, конечно, очень своеобразный. У него такой кокпит есть, что кокпит прям кокпит, как у лодки, что не стандартно для катамарана. А он находится на Корсике во Франции. Значит, такой вот вариантик был. Этот кетч, про него мне тут же, опять же, обожаю. Уже недоступен, не знаю по каким причинам. Но этот кетч, это продают ребята в Мартинике, которые назывались Секнот, у них канал. Это мне тоже сказали, я этого не знал. Они там купили какой-то катамаран под восстановление, под глубокое восстановление, а здесь вот продают свой кетч. Так что не требуется ничего даже выяснять, ребята сразу подбрасывают всю информацию, что есть в комментариях, и это очень удобно, если вы что-то выбираете. Значит, Gypsy 312 90-го года за 15 тысяч, тоже хорошая цена. На других сайтах более-менее нормальных, там Cargo и прочих, они стоят от 25. Это, по-моему, 2-каютка, 32-футовая. Хорошая лодка. Вот обзор 14 января. На Sun-Magic был. Видео вышло когда? Неделю назад. Ну, в общем, этот обзор за 5 дней, по-моему, или за 6 дней появился в приват-канале. Жует 83-го года за 15 тысяч, недорогие варианты. Nauticat 44, потом, как тоже ребята быстро набросили, что это не Nauticat никакой, а прогулочный такого класса прогулочного мотостеллер. Ну и другие. Тут вот новенький Ocean Star за 70 тысяч. Есть 94-го года обычный сейлбот с одной каютой за 15 тысяч. За это тоже повыясняли. Оказалось, что это не Жано.
90-го года, Sun Magic 44 с двумя рулями никогда не был, но по лицензии Жано производились Atlantic, так называемые греческой верфью, которые имели два руля. В общем, комьюнити огонь, это все, что мы выбирали тогда. А что я подобрал вам именно сегодня, сейчас и посмотрим. Пойдем и начнем с моего любимого испанского сайта Inautis. Ну, в общем, все уже знают его, я думаю, здесь не стоит на этом уточняться. В Ираклионе, Греции. И, к слову, кстати, видите, здесь этот объект стоит 10 тысяч, а на CarGR мы его нашли за 12 тысяч. Ну, поэтому, конечно, надо смотреть на разных сайтах. Это стальная лодка, 10-метровая, много всякого. Ну, на ней люди жили, там не тужили, плохо что-то у них там все не получилось обслуживать. Но, говорят, крепенькая, хорошая лодка. Для 10-метровки он задняя, он каюта, центральный кокпит. Глубокая, плюс она стальная, кто любит сталь. 90-го года. И вот здесь вот описание. Такой вариант есть за 10 тысяч стальной. Все ссылочки будут в нашем телеграм-канале. Все как обычно. Ссылку найдете в описании к этому видео. Добавляйтесь, мы туда тоже все добавляем, что находим. Просто с задержкой. В приват-канале пораньше все это происходит. Fastnet. 34 фута, десятка. 80-й год. Уже 20 тысяч. Вот там есть за шторкой какая-то задняя каюта. Уже 20 тысяч. А мне еще ничего нету. Шаф, складной винт. Это, конечно, прикольно. Вот такая ручная помпа с завитухой. Все на ручнике. Ага, за шторкой, значит, было не каюта, а вот такое помещение для хранения. Немножко слабовато, наверное, да? Но продает нетворкинг брокер на его сайте. Ничего нового нету, кстати. Комар, Комет, десятка за 20 тысяч. Крео продает. Левкас. У Крео вообще, я не знаю, как эти люди работают. Просто 9 объектов на сайте. 9. Это нечто. Тут надо что-то даже делать, видите? Какие-то панели лежат. За 20 тысяч, к слову, есть две. Я уже был на них обзор, вы можете посмотреть на канале. Westerly Corsair 36 до сих пор доступен, насколько мне известно. И есть Моди 36 за 25. Ну, опять же, все это давно уже есть и в приват-канале, в нашем общем. Все, кому было интересно, обращайтесь. Филинг люблю. На свои размеры они всегда делают довольно интересные внутренние компоновки. Вот, как видим, на 35 346, насколько, на 10-метровку они всунули 3 каюты, как у взрослых, с отдельным туалетом, все четко. С такой вот круговой кают-компанией, довольно интересной. С купальной платформой, с рулем, с штурвалом, а не румпелем. Ну, прикольно, 30 тысяч. Прикольно. Олимпик. Это тоже верфь, которая делала по лицензии Жано разные лодки. Sun of Lingen. Вот такой, можно сказать, взрослый. За 40 тысяч 42 фута. Три каюты. Нани мотор уже поменяли, да, по-моему? Три солнечные панели, гармины. Ну, почитайте, если это ваше. Дальше. Вектор 36 2006 года.
По-моему, опять же, говорили мне, что это то ли польская верфь, то ли чья. Хвалили их. Ходили на них люди, которым я доверяю, что они что-то понимают. И очень неплохо о них отзывались. 6-й год, 59 тысяч, 36-ка. Чуть-чуть, может быть, чуть-чуть дороговато. Может быть, 50. Потому что чуть дальше я вам покажу 36-й Баварию. Ну, там, по-моему, 3-й год. За 50. А лучше за 45. Но в целом довольно чистенький, приятный вариант. Продает его тоже брокер Network. На Корфу он находится. Там еще много фотографий, хорошо сфотографированные. Написано дизайн, кто там, G&G, Brothers, Jackalpin. Ну, в общем, прочитайте про нее, надо нюансики. Гранд Солей 45-й, 92-й год, 60 тысяч. Для этого размера, для этой, считается, мореходной легендарной лодки. Посмотрите, какая каюта. Мощь. Интересно, находится в центре мотор кают-компании. Единственное, есть, конечно, претензии к вот этой компании, Солимар, которая меня там заинтересовала, у них вариант. Я им написал, они скинули, что у них есть, и больше ничего не отвечают. Ничего. Вот он, Atlantic Magic 44, который сделан по лицензии Жано, но имеет 2 руля, вот такие отдельные люки, немножко разный внешний дизайн. Не хорошо, неплохо. Ну, это довольно ухоженное. Есть в сообщениях за 30 тысяч. Очень убитое, говорят там вообще. Ну, имейте в виду. Это греки делали. Дальше. Бенету. Океанис Клипер 430. 344. 10 метров. 2005 год. В привязи. Яхт Брокер Хаус. Брокер тоже со своими нюансами, не сильно профессиональный. Все его советы, документы. Короче, они говорят одно, а делают другое. Говорили нам, что продают лодку с ватами, потом начали переобуваться, давайте делать экспортную. Ну, в общем, мутноватые ребята. То ли, скорее всего, просто глуповатые, потому что у них там еще штат меняется очень быстро. Но через них можно на варианты выходить. Это тоже трехкаютная версия, 1 туалет. Такая кают-компания проходная. Не люблю такие. Зато какая квадратная задняя, каюта хорошая. Что одна, что вторая. Пластиковый красивый туалет. В середине находится. Интересно. Двигаемся дальше. Океанис 411, 13 метров, 2000 год. Вот это значительно более профессиональная брокерская компания. И пользуются англичане, у кого английский флаг, скандинавский флаг. Просто на территории Греции находится сама лодка. Хоть и один руль, но в целом, ну ладно, хорошо. Для этой может быть чуть-чуть дороговато, в зависимости от наполнения. 46-ки где-то 80 тысяч этих годов, а 42-ки где-то вот должны стоить 60. 50-60. Но таких цен уже мало. Если вообще. Вот сейчас такие цены. 65, 70 за 41-42 фута. Но эта лодка выглядит неплохо. Выглядит, по крайней мере, хозяйской. Да, все, закройтесь. Так, Янмар. И особо нет доказательств, что ваты уплачены. Такое бывает. Это минус, конечно. Отчасти. Но сейчас это не принципиально. Это, знаете, если ситуация изменится и начнут за эти ваты сильно прям спрашивать, тогда да. Ну, а пока это не особо большая проблема.
Эллен 40 с аркой, солнечной такой панелью хорошей. 2002 года за 70 тысяч. На Родосе. Сейчас говорю, все, что вы видите, вот все надо проверять. Пока сами не увидите эту лодку, пока не созвонитесь, что она существует, пока к ней нельзя будет приехать, это ровным счетом не значит ничего. Как и ее цена в целом. Можно ехать, увидеть, что там будет хуже, начать торговаться, и эта цена станет 55. Но единственное, что они не торгуются, понятно, дистанционно. Нет смысла звонить и говорить, что типа за 50 возьмете. Ну, может, конечно, имеет смысл, но это глупо. И на такие сообщения здесь никто не отвечает. Вот. Надо на месте уже так посмотреть, перетереть, и люди говорят откровенно, за сколько они реально готовы отдавать. 46-й Holiday, 14-метровый. Хорошая цена. Если бы хорошая лодка. Не знаю, чартерный вариант, 4-каютная передняя поделена на такую а-ля семейную, зарубленная. Но вот в Баварии приятнее, чем 461, в том, что не два туалета сзади, а один спереди туалет, другой сзади. Это получше, на мой взгляд. Где она находится? Опять же, у вот этих ребят, яхта Брокер Хаус, написано, может быть, Корфу, а мне почему-то кажется, что это лодка, которая стоит на Волосе. Хотя нет, да, это может быть непонятно, короче. Может быть, стоять совершенно в другом месте. Может быть, на Левкосе, а может быть, не на Левкосе. Ничего у них не значит это. И еще одна 46-я у них же в Салониках за 79. Тоже такая же порубленная. Что за систершип? Непонятно. Это смахивает на волос все-таки. Я снимал, наверное. Это юг Салоников. Это волос. В волосе стоит эта лодка. Непонятно. Дубляж. Самый дешевый катамаран, который вообще есть сейчас на рынке, 130 тысяч. Не считая, вот, кстати, того Лепарда 40-го, который я уже давно в прошлых обзорах, и не знаю, с удовольствием бы взял сам, отдал бы все, в долг бы взял, но не у кого взять, полсуммы не хватает, жалко. Ну а так вот в Гемини есть 105-й привязи, небольшой маленький катамаран, довольно приятный. Ну, по-моему, уже 100 раз обсуждали. Катамаран кайфуешь от того, что он более стабильный, меньше качает на якорных стоянках. Это несравнимое удовольствие. Единственное, что мне не нравится вот в маленьких катамаранах, что они ставят мотор по центру. Все-таки для меня катамаран — это широко поставленные поплавки и два мотора. Этот вариант намного, на мой взгляд, слабее, чем тот же 40-й Лепард, который в прошлый раз был обзор. Находил он и каюты попросторнее. Здесь видно, что она сидит, и уже крыша ее подпирает. А значит, встанет она там. Не встанет она там, скорее всего, девочка. Но кому-то, может быть, это нравится. Так, в Риме такая лодка есть. 9-метровка. Какая-то спортивная лодка за 20 тысяч. Я 100% ничего в них не понимаю. Там больше фотографий. Смотрите, если интересно. Мелоди 34 82 года на румпеле за 25 в Италии. Здесь тоже 11-метровка Sunfast 36 написано. Жано 40 тысяч 94 год. С тальяшками будьте внимательны. Брокеры не часто пишут, что комиссия не включена в стоимость. И потом оказывается, что 42 плюс их 10%, плюс там плюс. И в итоге какие-то нереальные цифры выходят. Особенно к дорогим объектам, когда вот катамаран подбирали. Там вроде написано 300 тысяч, а оказывается, что мы, может, заключим сделку в районе 385.
Хотя написано 300, ну, хочется в рифму им отвечать, да? Sunfast. Бавария 44-я. Люблю, нравится. За 50 тысяч. Но 87-й год. Лохматенький. Ну, 50 тысяч. Ну, погон внутри. Посмотрите, как еще приподнят, так интересно. На ступеньку. Да, такой старенький дизайн. Тоже в Италии. Но новые приборы, видите, Реймарины стоят, все новенькое. Ух ты, проходная, центральный кокпит Бавария. Сказать, задняя каюта мощная. Я уже 100 раз говорил, не люблю спать не упершись во что-то. Поэтому такие каюты не сильно нравятся. Но довольно интересный. Бавария CC получается. Подрулька есть. Да, с центральным кокпитом. Как бы вроде как и не центральный, но такая вот большая задняя каюта, да, интересно. Имеет место быть. Такой катамаран во французской Полинезии. DIN 440. Наверняка тот же южноафриканский, широко поставленный. Вот такой мне нравится. Здесь вот сетки мало. Обычно, когда сюда волна приходит вперед, катамаран, ну это я говорю вот из того, что я начитался, ни в коем случае не претендую на верность, что сюда нагрузка должна как-то быстро сниматься, поэтому здесь нередко в таких длинных катамаранах стоят сетки. А прауды переворачиваются, как раз таки перевернулся один, который был на Нидре, в Нидре. Он перевернулся, потому что здесь у него не плотно, и волна его захлестнула, и он кульнулся. Может, там еще какие-то ошибки были. Но выглядит довольно приятно за свои деньги. Далеко. Но если вы хотите начать... Вот, узкие поплавки, широко поставленные, с такой большой аркой. Вот мы на таком шли. Кайф. Можно посмотреть мои впечатления в ролике. Все, что нужно знать о сделке при покупке яхты, по-моему, так называется. Там мы путешествовали на таком катамаране. Но здесь не нравится мне кухня, спущенная поплавок. Да? Это вот не очень. Но зато каюты, посмотрите, хорошие. Прям еще семейная такая каюта. Туалеты в носу, в поплавках. Надеюсь, что через каюту. В носу это нормально. Такой вариант. На Мартинике лагун 138, где в Средиземке такие лагуны стоят 160-180. Там 138. Хорошие цифры. Сан-Одиссей появился в Греции 36-й. Здесь вот видно по стеночкам, конечно, требует он внимания. Декоративного или какого. Две фотографии это тоже не вызывает никакого доверия. Но надо ехать, смотреть. Гранд Солей 81-го 25 тысяч с вот таким проходиком, и там еще задняя каюта. Я не знаю, вот это является спиртовой, да, наверное. Не очень хорошо это. Немножко пустоватый, мне кажется, это тухловатый вариант. Тухловатый. Вот это тоже в Италии. Стальная лодка. Немножко в ней и пресной, и соленой воды написано. Зато 1500. И стоит она так плотно на муринге. Мотор вроде не работает, надо, говорит, подвесной, чтобы уйти оттуда. Ну, в общем, всегда есть варианты даже за 1500 что-то взять и начать делать, если что. Custom Sonata Network Yacht Broker, Клеопатре. На румпеле, по-моему. Янмар, 15 тысяч. Такой простой вариант. Надо смотреть вживую. Задняя каюта есть. Уже кое-что. Даже какие-то свежие харканины. Так.
Gypsy 38 Catch. Секунду. Где он находится? Французская Британия, Нозерн, север Франции. Такой Gypsy Catch. Центральный кокпит. В гик закрутки. Обоих написано вроде бы было. Такой неплохой проходимец. Ну, большие деньги, конечно. 40 тысяч за север Франции. Туда еще пилить, на этот север. Так оборудованная, конечно, лодка. Что у нас здесь осталось? Этот один из вариантов вот Сальвимар, который прислали, который неплох. Мало фотографий. Я в другом смотрел объявление. Океанец 390. Он, конечно, видно, что какой-то обслуженный Перкинс. От этой компании прислали и ничего не говорят больше, ничего не отвечают. Я говорю, где посмотреть? А они не говорят. Что у нас тут еще? Кто-то меня спрашивает, все время любит эти финселлеры 35-е. Я к чему его показываю? Вот так он в классическом выражении. Тут ребята, которые купили его года 2 назад. Не его, не этот, а другой. Сделали из него супер электромотор. Продают его без мотора сейчас за 7 тысяч. Поэтому, если хотите, контакты дам. Никак не поспособствую покупке, но контакты дать могу. Своеобразные там ребята, много чего в нем переделали. В общем, если хотите, пишите, дам контакты, где такой финселлер за 7 тысяч без мотора. Либо с мотором там подороже чуть-чуть. Двигаемся дальше. КарГР. На КарГР ничего нового. Не поживился здесь интересными какими-то идеями. Вот в Левкосе стоит 5-го года Сан Одиссей 35-й. Трехкаютный с одним гальюном. Мало фотографий. Натаса называется. Где-то я его видел. По-любому, наверное, стоит у пирса. Но продается. Продается. Что скажет? Профессиональная лодка, да, была. Значит, без НДСа, к слову. Моди 80-й. Вот ответьте мне, пожалуйста, знатоки. Вот здесь вот ящик, ладно, опущен. Зачем вот сделан ящик, и потом стоки такие сделаны еще из него? Точнее, не из ящика, а просто эта площадка опущена. Во всех лодках вот она просто приподнята, и вода стекает вдоль борта. А здесь вот так вот опущено, и там еще отверстия дополнительные, чтобы, если что, блин, в салон могло пойти. Тоже интересно, парус закручивается на гик. За 5000. Центральный кокпит, задняя каюта, моди. Где-то у нас здесь стоит, на переях. 10 метров. Радар, навигация, сонар. Кому? Двигаемся дальше. Бавария. Вот я про нее говорил. 36-я, 2002 года. Сразу по планировочке 3 каюты. И спереди, сбоку вот такой санузел. Здесь автопилот есть. В прошлом году такую за 45 вообще продали моментом. Был без автопилота, поэтому тогда не сильно, как бы, чуть подольше. Но здесь с автопилотом, думаю, что можно сразу брать за каких-нибудь 46. Должны отдать. Volvo Penta, тут почитайте. Наверняка тоже была профессиональная. Наверняка тоже без НДС. Хотя все не факт. Все надо проверять. Кого еще нашли? О, это тоже от этих ребят Сальвимар яхт. Понравилась мне эта лодка. 40 футов.
45 тысяч, автопилот, довольно просторный, такой полукругом ушироченный уже, как осовремененный кокпит. И еще больше она мне понравилась тем, что у нее, да, 2 туалета, но передняя, видите, какая каюта, как бы как боковая, как вот я сейчас занимаю, и носовая. В носу у нее туалет, что классно, на мой взгляд. И плюс есть еще 2 задние и задний туалет. На этот размер, мне кажется, классная компоновка. Бомба. Но, еще раз подчеркну, ну не отвечают козлы, ничего. Ничего не отвечают. И еще один сайт, который мне более-менее нравится, это Yacht.all. Но вот здесь непонятно. Было 85, стало 25. Это какая-то ботва. Не знаю, ошибка. Что это? Но связывайтесь. 55 футов, 82 года, центральный кокпит. Брокер продает. В чем ошибка? Что случилось? В Греции находится. Если надо, съезжу, посмотрю. Пишите. Выясняйте, что у нас там внутри. Ну, что-то дорогое. Не верится. Возможно, ошибка. Но, возможно, и нет. Вперед. Дальше еще 47-я есть. 47 футов. Вандерштаг. 25 тысяч. Жесткая рубка. Здесь тоже довольно симпатичный, такой хороший внушительный винт. Тузик с алюминиевым дном. Был ремонт, он там небольшой. Лэзибэк, радар. Ну, да, в Греции находится, на Корфу. Если это правда, если действительно эти варианты существуют, здесь что-то Клеопатра. Аукцион 7 ноября в 17. Клеопатра, Марина, Актио. Закрывается 14. Не знаю, что это за схема с этими аукционами. Я вот только сейчас об этом прочитал, извиняюсь. Плохо подготовился. Olympic Queen 41 за 45 тысяч. 85 год. Написано в отличном состоянии. Центральный кокпит, задняя каюта, вон большая вдоль борта. Такой вот вариант. Это нормальная живая цена. Олимпик тоже греческая верфь, к слову, и тоже они делали по лицензии Жано и разных других. Возможно, это что-то типа 40-го ЦЦ. Но все на все, обо всем надо читать. Так, на сегодня это все, что я вам приготовил. Поэтому всем успехов. Желаю, кто желает жить на яхте, найти свою идеальную вам лодку. Чем-то могу помочь? Как всегда, обращайтесь. Досмотрели до сюда? Лайк царский, комментарий. За это вам отдельный обнимаш и большое спасибо. Всем пока, до встречи.